Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня мы шьем нарядное платье небольшого размера, где-то 44-46, верх 44, низ 46. Выглядит оно будет следующим образом. Платье по переду с запахом, с рукавом, с интересной головкой. Под пояс, отрезное по линии талии, низ юбки очень простой, он зауженный к низу, сзади по среднему шву шлица, вот, и квадратная, вот здесь горловина или запах со стороны спинки тоже квадратная. Вот такое интересное платье. Шить мы будем из плательного крепа, очень красивого цвета и качественной ткани. Вот такую ткань мы приобрели. С чего начинаем? Начинаем, конечно же, с замеров. Как показывать, как делаю замеры, я не буду. Всегда сможете увидеть у меня на канале. И строю базовую основу. Базовая основа на этого человека выглядит следующим образом. Это только верх. Все остальное обычно я достраиваю на ткани. Но сегодня я вам покажу, как совместить нижнюю юбку прямую с верхом, с базой верха. Итак, приступим. Для моделирования такого платья нужно переснять основу полуприлегающего силуэта спинки и переда, только в развернутом состоянии. Вот так. Мы переснимаем. Еще нам нужна основа рукава по готовой пройме. Все базовые конструкции вы можете найти у меня на канале. Под этим видео есть ссылки. И как построить рукав, как построить спинку и полочку, как построить прямую юбку, тоже вы всегда сможете посмотреть и построить. У меня лежат заготовленные постоянным клиентам базовые основы рукава по данной пройме. И вот так выглядит юбка прямая. Это спинка, это перед. Конкретно на эту фигуру со своими особенностями. Начинать мы моделирование будем, естественно, со спинки и спереда. Все остальное большого моделирования не требует, за исключением рукава, головки рукава. По платью юбка остается такой же, за исключением того, что внизу мы уберем по 1 сантиметру, потому что юбку мы хотим заниженную к линии колена, то есть юбку карандаш. Все, пока мы это откладываем, убираем в сторону и начинаем работать со спинкой. На спинке вниз опускаемся на 7 сантиметров, в сторону отступаем на 2 сантиметра и делаем квадратный вырез. Моделирование спинки закончилось. Приступаем к моделированию переда. Важным моментом здесь является запах и перенос выточек вот в эти складки красивые, так как нарисованы. Единственно, конструктивно могу сказать, что платье, конечно, выглядит вот как, а делать я буду немножко в бок, потому что сильно уже оголять вот здесь грудь, но не представляется возможности. Вот, поэтому я заранее подготовилась и начертила для себя линии, которые буду использовать. Итак, точно так же, как и по спинке, опускаюсь вниз на 7 сантиметров, параллельную линию. Вот. И нужно будет закрыть вот эти выточки. Чтобы их закрыть, нужно их куда-то открыть. Сначала закрываем выточки скотчем. Я это сделаю за камерой. И вот я нарисовала линии, как будут идти заходы по переду. Итак, верхние выточки от плеча
я закрыла. Вот получается объемная форма. Теперь нам нужно нарисовать от вот этой точки, как будет идти запах. Ориентировочно отмечаю 8 сантиметров, вот здесь 8, и провожу ровную линию. Сначала сюда. Это на мои ощущения. Вы можете делать все, что вам нравится. Теперь опускаюсь вниз на 4 сантиметра от проймы. И вот теперь эту точку нужно плавно соединить. Делаю от руки. Опять же, эта линия может уточняться уже на примерке. Вот эта линия. И сейчас ее можно уже отрезать. Эта часть нам не нужна, нужна только нижняя часть. Но для того, чтобы была общая картинка, пока я не буду ничего отрезать, буду моделировать дальше. Итак, нужно теперь закрыть эти выточки, эту и эту. Закрываем. Таким же способом, с помощью скотча я аккуратно соединяю и склеиваю. Вот что получается. Посмотрите, вот такая объемная форма. И теперь понятно, как выглядит лиф, когда все выточки закрыты. И вот теперь, смотрите, от начала выточки к центру груди я провожу линию и разрезаю ее. От выточки к центру груди. Смотрите, открывается выточка. Теперь я думаю, как бы мне хотелось, чтобы следующая складка проходила. Мне нравится, что чуть-чуть выше центра груди идет вот сюда, в начало линии талии и бока. И разрезаю по этой линии. И именно так будут раскрываться складки. Вот. И теперь, чтобы наша выкройка стала плоской, еще нужно к этому центру груди разрезать складку. Я наметила себе линию чуть-чуть выше. И теперь раскрываю. Смотрите, что получается. Вот. У нас должна получиться плоская форма. У нас плоская форма еще не получилась. И для этого нужно к центру груди разрезать немножко выточку. Вот сюда. Вот. Таким образом мы здесь заложим красивые складки. Здесь чуть-чуть тоже можно подрезать, чтобы красиво разложилось. Вот. На эту выточку можно сильно не обращать внимания. Ее можно красиво задрапировать, натянув немножечко. И теперь я снизу подклеиваю лист бумаги и закладываем защипы так, как нам нужно. Но предварительно отрезаю уже верхушку. Вот что получается. Таких деталей нужно 2. Вот что у нас получилось. Красным фломастером я обвела все линии, которые раскрылись. И теперь нужно защипы повернуть и закрыть. Аккуратно складываем их по намеченным линиям. И постепенно закрываем выточку. Вот так. Для чего я это делаю? Для того, чтобы ровно обрезать внизу. Чтобы здесь была правильная складка. Чтобы вот здесь ровно обрезать. Точно так же я делаю защип
здесь по намеченным линиям и здесь. Точно так же делаю все. Все складки у нас по направлению кверху. Вот. И самая большая складка вот. Вот что получается. Теперь аккуратно все очерчиваем. И отрезаем по красной линии. Берем ножницы и отрезаем. Для чего я это делаю? Для того, чтобы правильно вырезать ткань. Для такого моделирования базовая основа должна быть отработана. То есть вы должны уже отшить по этой базе. Так как я отшила уже много раз, поэтому могу смело моделировать. Перед готов. У нас есть спинка, у нас есть перед, и осталось смоделировать рукав. Как я уже сказала, юбка остается прямой юбкой, юбка-карандаш. Моделируем рукав. Для того, чтобы рукав получился именно такой формы, слегка вздернутый, что необходимо сделать? Нужно взять базовую основу, еще дополнительно лист бумаги, на который мы будем приклеивать. Я буду использовать одношовный рукав с локтевой выточкой. Вот. И сначала намечаем линии. Нам нужна центральная линия, где-то до уровня высоты оката. Намечаем. И где-то посередине приблизительно мы тоже чертим линию. Все это, конечно, делаем на глаз. Вот так. И еще важно, на расстоянии где-то 2 сантиметра вправо и влево тоже начертить линии. Можно, наверное, 2,5. Давайте 2,5 сюда и 2,5 сюда. И вот в эту точку сводим лучи. Убираем линейку. Наша задача теперь разрезать следующим образом. По этим лучам мы разрезаем почти до конца. И здесь почти до конца. Если мы вот так развернем, мы уже получим верхнюю складку. Но нам нужно еще получить складки по бокам. Поэтому нужно разрезать еще отсюда. Отсюда. Ориентировочно они должны сходиться в одно место. И теперь начинаем раздвигать таким образом, чтобы у нас образовались складки и здесь по бокам, и по центру. Вот что получается. Вот так. Значит, на какие расстояния мы будем подниматься? Ну, давайте здесь мы поднимемся на 5 сантиметров. Я ставлю посередине точку, вот здесь вот 5. И в эту точку на расстоянии друг от друга где-то 2 сантиметра приклеиваю вот эти кусочки. Итак, поднялась на 5 сантиметров, провела параллельную линию разреза.
здесь разошлась на 4,5, то есть 2,2 сюда, 2,2 сюда, прикрепила эти кусочки. Теперь линию от высотой оката подняла, вот эта вся точка, вот это до сюда, 25 у меня получилось. Поднимаюсь. Теперь от нее вправо 5 сантиметров. То есть складочка по 2,5, это логично. Укладываем в эту точку и приклеиваем один и второй кусочек. И вот здесь образовались еще две складочки. Но, на мой взгляд, эти складочки слегка маловаты, поэтому чуть-чуть нужно вперед вот так выдвинуться, капельку. Все. И нужно теперь прилепить кусочки и аккуратно обвести головку. Так. Так. Складочка по центру будет к середине. И здесь нужно сделать складочки к середине. Вот такой рукав получился. И теперь его плавненько обводим. Вот здесь не надо выхватывать, делаем плавно. Вот здесь тоже не выхватываем, делаем плавно. Вот такой рукав получается. На вот этих участках складка, вот складка. Это будет центральная складка, а эти складочки будут поменьше, они будут боковые. И итого у нас 3 складки на рукаве. Все, рукав готов. Нам достаточно будет его вырезать. И вот эти участки именно по направлению этих лучиков, они все должны сходиться в эту точку. Эта точка на расстоянии 5 сантиметров. А от верха она у меня получилась, я вам сейчас скажу, наверное, сантиметров 7-8. Да, 8 сантиметров эта точка у меня получилась. У вас может получиться другую. Вот. Все это на примерке я еще уточню. Если будут изменения, обязательно вам все расскажу. Все, теперь мы приступаем к раскрою. Хочу уточнить перед раскроем очень важный момент. Так как я строю базовую основу, они должны быть верх и низ совпадать по линии талии. Каким образом? Смотрите, выточка, эта спинка на юбке больше, чем на спинке. Но если мы эти детали складываем, посмотрите, и здесь складываем, ну, во-первых, совпадает выточка, она должна быть на одном и том же расстоянии. Во-вторых, длина по талии тоже совпадает. Это важно, соблюсти все эти нормы, потому что по-другому ничего не сойдется. То же самое по переду. Ну, либо же нужно будет подгонять. И когда у вас на юбке выточка одна, а по переду другая, это нормально. Это значит о том, что верхняя часть больше, и, естественно, выточка меньше, так как талия и здесь одинаковая. Я надеюсь, это понятно. Юбка обычная прямая, со шлицей. Для шлицы я увеличила на 4 сантиметра, сделала вот такое ответвление. И все, 2 половинки краятся абсолютно одинаково. Забыла сказать, что у платья будет молния. Молния со стороны спинки. Итак, так выглядит раскладка. Хочу показать вам, смотрите, я здесь вот прикрепляю обычными канцелярскими скрепками ткань к столу, и очень удобно раскраивать. Еще сразу обратите внимание, что это перед, я его еще раздвинула, то есть разрезала и раздвинула. Ткани у меня много, поэтому одна выточка самая большая вот здесь осталась такая же, а остальные я раздвинула, чтобы они были такого же размера, как и первая вот складочка, вот так, то есть вверх, вот так раздвинула. Вот, дальше лег рукав,
Потом вот то это юбка, длина юбки 60 сантиметров. Потом спинка, еще юбка. И на такой размер у меня ушло 2 метра ткани. Значит, как рассчитывать на большой размер? Длина переда, затем длина юбки и 2 длины юбки, и вам хватит. То есть, если длина юбки ваша 80 сантиметров, 80 плюс перед, скорее всего, у вас будет, ну, возьмите также 70, 60, 70 и получите свой размер ткани. Вот так. Я оставляю где-то по 1,5-2 сантиметра на шов, но потом, конечно же, срезаю, если он не пригодился. Ткань нужно обязательно продекотировать, чтобы она не дала усадку. Все, вырезаю. Детали кроя перед вами. Обратите внимание, что я, когда вырезаю, я оставляю большое место, если ткань позволяет, и потом, после того, когда складки заложу так, как мне нравится, либо на манекене, либо на клиенте, только после этого обрежу край. Это так делаю я. Теперь рукав, 2 детали, намеченные все складочки, как нужно закладывать. Спинка. И еще такой нюанс. Посмотрите, я сразу не вырезала квадратную горловину, потому что тоже хочу это сделать, но на клиенте, чтобы точно уже без ошибок вырезать. То же самое сделала по переду. Наметку сделала, а вырежу потом уже на клиенте. И хочу показать, как я переношу линии с одной детали на другую. То есть сначала намечаю на одной, а потом складываю их лицо с лицом и перебиваю. И у меня получается точная копия линий с другой стороны. Так это делать очень удобно. То есть укладываем вот так лицо с лицом, вернее изнанка с изнанкой. И так тук-тук-тук-тук-тук-тук. И перебиваю. Получается очень четко и точно. Ну и, конечно же, осталось показать юбку. С юбкой совсем все просто. Так выглядит полотно переднее. Оно со сгибом, маленькое. Вот, и так выглядит задняя половинка со шлицей. Вот так. Все. Я все сметываю по всем контрольным точкам, делаю примерку. Ну и, конечно же, буду рассказывать по ходу технологию обработки. Вот я собрала после примерки на манекен, чтобы вам показать, что в итоге должно потихоньку получаться. И прошу внимание обратить, что везде проложена стабилизирующая строчка, чтобы ткань не растягивалась, потому что в результате пошива обязательно что-нибудь растянется. Итак, я заложила прям на клиенте защипы как хочется, вырезала. Вот на спинке тоже вырезала, так как захочется, здесь будет молния. Стачала все выточки отутюжила. И пока на этом этапе все, за исключением, я еще хочу показать, что смотрите, плечо я подняла где-то на сантиметра 4, и потом только сделала отрез, потому что именно так красиво на фигуре, потому что рукав, смотрите, защипы заложила, те, которые мы с вами моделировали. Вот так это выглядит. Застрочила изнутри. И когда прикладываю, то получается вот такой эффект. Нам очень это понравилось, поэтому мы оставляем, то есть завышенное плечо, увеличиваем плечо, срезаем сантиметра 3 точно. Вот, получается такой эффект, то есть рука будет заходить на плечо. Значит, сам рукав изнутри выглядит вот следующим образом, все еще в наметке. Каждая складочка застрочена где-то на сантиметра 3,5. Это здесь еще сметка, здесь должна быть закрепочка, и вот рукав выглядит следующим образом. Теперь по поводу юбки.
Все швы в разутюжку, обработаны на верлаке, естественно, примерено. Забраны выточки чуть больше, чем я планировала. И хочу остановиться на шлице. Края обрабатываем, сразу заутюживаем низ, как определились. Вот. И теперь для того, чтобы, как я обрабатываю легкую шлицу без подкладки, что делаем? Вот этот участок складываем пополам по загибке и стачиваем на сантиметр. Вот. А потом этот уголочек, который образовывается, застрачиваем до самого конца. Сейчас покажу под машиной. Этот участок продублирован. И тоже можно подвернуть и настрочить. Но этот участок не обязательно, по вашему желанию. А вот этот обязательно. И после этого с лица мы сделаем закрепку. Итак, сначала заворачиваем подгибку и застрачиваем. Можно на ширину лапки, можно сантиметр. Это сколько вы запланировали. Теперь это выворачиваем, и у нас образовывается вот такой заворот. Теперь заворачиваем его. Я заворачиваю где-то на сантиметр, а строчить буду на 0,7. Вот так. Ставлю закрепку. Каждый шов потом обязательно нужно отутюжить, конечно же. И на ширину лапки строчу. Строчка у меня проходит по оверлоку. Захожу на подгибку, только так, чтобы она не перекосилась. Вот что получается. Теперь этот шов нужно отутюжить. Я тоже и этот край подверну, так будет интересней. Просто подверну и настрочу от начала до конца. Эти швы сразу отутюжу. Намечу линию с закрепки и покажу, как закрепку ставить. Вот что у нас получилось. Видите, еще не соединенная шлица. И теперь отутюживаем. После обработки швов внутри шлицы намечаем место закрепки, заутюживаем низ на нужную длину. Способов обработки низа много, но я буду использовать непосредственно свой способ. Это заклеить низ клеевой паутинкой вдоль всего среза и вручную подшить. Можно и наискосок. Все это по желанию. Значит, сейчас мы настрачиваем шлицу по намеченной линии. Следим, чтобы снизу ничего не попало. Ставим закрепку в начале строчки. Контролируем низ. И прокладываем строчку по линии, делая закрепку. Иголку не забываем убрать. После настрочек, конечно же, нужно все приутюжить. Так выглядит готовая шлица
легкая обработка без подкладки. Низ я уже заутюжила. Ну и теперь, конечно же, могу либо вручную, либо клеевой паутинкой все приклеить вдоль и заметать вручную, чтобы срез был аккуратный. Вы всегда можете сделать настройку по низу. Итак, бок стачен, спинка с передом соединены, обработаны на оверлоке швы и собрана юбка. Я хочу вам показать, что для примерки необходима молния, поэтому на участке спинки уравниваю все срезы, все контрольные точки и просто сметываю сначала только спинку. Для чего? Для того, чтобы вшить молнию по среднему срезу. Вот, после чего, конечно же, буду все разбирать и юбку отдельно спередом, не спередом, а с верхом платья соединять. На данном этапе юбка полностью собрана, низ на клеевой, так это выглядит, и шлица, легкая шлица, здесь стоит закрепка, с этой стороны тоже на клеевой паутинке подогнут край и настрочен, и с этой стороны тоже настрочен. Вот такая легкая шлица, без подкладки. И теперь приступаем уже к верху. Полностью примерка сделана. Это две детали. Одна деталь, та, которая слева направо. На ней нанесены все конструктивные линии. Стачен боковой. И вот заложены складки, так как захотела заказчица, и настрочены. И отмечена линия, по которой будет втачиваться юбка. По линии проймы везде стабилизирующие строчки, и отмечена линия, по которой будет втачиваться самым последним практически молния. Такая же деталь другая, то есть это левая сторона, но у левой стороны другие защипы. Это мы уже на модели делали, закалывали для того, чтобы было красиво. Получается вот такой эффект. Сейчас я покажу. Вот так. Вот. Теперь нужно соединить, обработать горловину, пока все открыто, чтобы было удобно. И для этого укладываем на ткань и вырезаем обтачки. Обтачка вырезается по переду и по спинке аналогичным образом. Затем обтачки соединяются по шву и обрабатывается вот этот участок. Не дострачиваем немножко до края, где-то сантиметра полтора здесь будет втачиваться молния. Надеюсь, это видно. Вот. Край обтачки внешней стороны обрабатывается оверлоком. Обтачки заготовили, получается их две, соединяться они будут в районе молнии. И теперь лицо с лицом укладываем. И можем начинать вот отсюда. Этот участок можно дострочить потом. Либо же вот на расстоянии 3-4 сантиметров от края начинаем притачивать вокруг на ширину лапки. Обтачку я притачиваю следующим образом. Приколола лицо с лицом и строчу по изнанке, потому что здесь мне видно стабилизирующая строчка, чтобы сразу ее перекрыть. Вот, она у меня на 0,5, а я строчу на 0,7 на ширину лапки. Сразу говорю, верх я припосаживаю, а низ подтягиваю, потому что здесь нужно не растягивать, а припосаживать немножко. Вот я заколола, видите, и теперь у меня верх немножко больше. Низ я подтягиваю, а верх припосаживаю аккуратненько.
строчу чуть дальше, чем эта строчка. Иголку, естественно, убираю, я ее сколола по обтачке. И в одну и в другую сторону от плечевого я строчу. Вот видите, здесь небольшой наплыв. Мне его аккуратно надо перераспределить. Уложила. И попадаю вот сюда. И можно вот сюда в плечевой. Сюда я уже строчку проложила. Вот этот излишек обрежу. Обязательно в уголок нужно сделать рассечку. Желательно бы саму обтачку расстрочить. Я тоже покажу, как это делать. Заканчиваю. Попадаю в строчку. Ставлю закрепки. Оснаравливаю вот этот участок. И затем делаю рассечку в уголок. Поставили рассечку с одной и с другой стороны, напереди и на спинке. Вот этот участок я растрачивать не буду, потому что здесь еще нужно заканчивать работу. То есть начну с уголочка, чтобы вам показать. Отворачиваю в сторону обтачки шов. Вот так. И теперь с уголочка начинаю строчить на 0,1. Точечная закрепка. Раскрываю шов так, чтобы, ну, желательно, чтобы плечевые совпадали. И вот так по кругу, без растяжения, выкладываем уголок вот здесь. Это нужно, чтобы не растянулось. Не забываем проклеивать дублерином обязательно. Любым. У меня трикотажный. И так по всей длине обтачки. То же самое делаем с другой стороны. Обтачку удобнее всего делать в раскрытом виде, поэтому я именно так и делаю. Я заканчиваю. Вот так смотрится расстрочка, и нам останется только ее заутюжить. А по плечевым, вот здесь вот, мы ее потом закрепим после того, когда вошьется рукав. Продолжаем собирать лиф. И теперь вот обтачку я уже пристрочила. Так это выглядит с лица. Теперь нам нужно уложить левую на правую, середину совместить с серединой. Вот контрольные точки. Как найти середину? Просто берем уже готовую юбку, уже примеренную юбку, находим боковой, укладываем на боковой, и вот середина юбки, ставим отметку. Точно так же делаем с другой стороны. Теперь отметки эти совмещаем и вот так обтачку сюда и даем строчку по низу. Соединяем. Потом втачиваем рукава. Рукава собраны, как защипчики укладывать, я уже показывала. Обычным способом втачиваем рукава и обрабатываем на верлаке. В этом случае обтачку отгибаем в сторону. Обтачка не должна входить. Как я вметываю рукава? Полностью уже заложены все складки и обработан низ. Вот так это выглядит. Я наклеиваю паутинку, приклеиваю. Вот теперь нижний срез рукава я соединяю с боковым, ну не только я, конечно. И центральный складочка
соединяется с плечевым. Укладываем обтачку в сторону. И соединяем так, чтобы совпала вот эта плечевая линия с середины. У меня вот сейчас не совпала, потому что на весу мне неудобно делать. Вот так. Я соединяю, затем наизнанку выворачиваю, перераспределяю вот так вдоль всей проймы и вметываю. Посмотрите, мы смоделировали правильный рукавчик. Он без особых посадок аккуратно вметывается. Сначала можно вручную вметать, но потом проложить строчку чуть-чуть дальше стабилизирующей и обметать на оверлоке. Итак, рукава вметала. Так это выглядит. С этой стороны обтачку прикрепила на участке рукава. Вот. И теперь после соединения по центру соединила с юбкой. Сейчас это пока наметка. После того, когда соединю строчкой, нужно обработать на оверлоке. Таким образом, чтобы вниз была загибка. Вот так. Потому что большое утолщение по переду, и так будет лучше. Вверх будет очень жестко. Вот. И после того, когда я обметаю шов по талии, в эту часть, после обработки на оверлоке спинки среднего среза, вшиваем потайную молнию. Все. Вот этот участок покажу, а так, в принципе, платье уже будет готово. Пояс я уже сделала, он обтяжной, ширина пояса будет 6 сантиметров. Ну, пояс тоже покажу. На данном этапе я вшиваю молнию. Так это выглядит. И важным соединить шов по талии. Это самое главное. Поэтому я сначала пристрачиваю одну сторону молнии, затем закрываю, соединяю шов в шов иголочками. И после этого можно раскрыть до конца, до самого конца. И таким же образом, уже начиная снизу, пристрачиваю с этой стороны. То есть я после того, как заколола по центру, вот здесь на талии, могу открыть, спустить вот эту вот собачку до самого конца. И после этого только начинать притачивать. Обычным способом, как притачивают потайные молнии. На данном этапе, когда молния будет притачена, мы даем строчку вдоль молнии и потом вот этот участок выворачиваем, и все, платье будет готово. Все, платье готово, так оно выглядит. Конечно же, на столе полной картины нет, но все равно видно, что платье получилось. Так оно выглядит с изнанки. Здесь у нас шлица, легкая шлица. Вот со стороны спинки молния. Вот так. Ну и, конечно же, у платья есть пояс. Первый раз делала, сама обтягивала вот такой пояс. Мастер-класс не показывал, потому что сама делала первый раз. Если буду делать в следующий раз, обязательно покажу, как это сделать. Осталось мне только, вот я наметила себе точку, выметать отверстие, либо здесь люверс поставить. Это уже, если у кого есть, пользуйтесь и ставьте люверсы. У меня нет такой насадки, поэтому я аккуратно руками выметаю. Вот такое платье.
Я надеюсь, вы увидите его на хозяйке. Не бойтесь, шейте, у вас обязательно все получится, я точно знаю.